Если мы сравним Землю с Солнцем, окажется, что необходимо поставить 109 земель одну на другую, чтобы заполнить Солнце с одной стороны до другой. Однако, существуют звезды по размеру гораздо меньше, чем наша Земля, и гораздо больше, чем даже орбита Земли вокруг Солнца. Но как это возможно? И что именно определяет размер звезды? Почему звезды могут вырастать до разных размеров, от размеров чуть больше Юпитера до размеров, превышающих орбиту Юпитера? Однако этот вопрос еще сложнее, чем кажется, поскольку по большей части размеры звезд нам не видны. Даже в телескоп большая часть звезд кажется точками света из-за невероятных расстояний. Их различия в цвете и яркости можно легко увидеть, но размер – это совершенно другое дело. Объект определенного размера на определенном расстоянии будет иметь, что называется, определенный угловой диаметр, видимый размер, занимаемый им на небе. Ближайшая солнцеподобная звезда Альфа Центавра А, расположенная всего в 4,3 световых годах от нас и на 22% больше Солнца по радиусу. Две похожие на Солнце звезды Альфа Центавра А и Б расположены в 4,3 световых годах от нас и вращаются друг вокруг друга на расстоянии, находящемся где-то между радиусами орбит Сатурна и Нептуна. Но даже на фото с Хаббла они выглядят просто как перенасыщенные источники света. Однако же для нас она имеет угловой диаметр 0,7 угловых секунд, с учетом того, что одна угловая минута вмещает 60 угловых секунд, один угловой градус – 60 угловых минут, а полный круг – 360 градусов. Даже у телескопа типа Хаббла максимальное разрешение составляет порядка 0,5 секунд. Мало какие звезды Вселенной можно детально рассмотреть при таком разрешении. Но обычно это расположенные близко к Земле гиганты вроде Бетельгези или Ар-Золотой Рыбы, одни из самых крупных звезд по угловому диаметру на всем нашем небосводе. К счастью, существуют непрямые измерения, позволяющие нам подсчитывать физические размеры звезд, причем очень надежные. Если взять сферический объект, раскаленный до такого состояния, что он начинает испускать излучение, то общее количество испущенного звездой излучения определяется только двумя параметрами – температурой объекта и его физическими размерами. Причиной этому то, что единственное место звезды, излучающее свет во Вселенную, это его поверхность. А поверхность сферы всегда вычисляется по формуле 4πr в квадрате, где r будет равняться радиусу. Если можно измерить расстояние до звезды, ее температуру и видимую яркость, можно узнать ее радиус и, следовательно, размер, просто применив законы физики. Осуществляя наблюдения, мы видим, что некоторые звезды имеют размер в десятки километров, а другие в 1500 раз могут превышать по размеру Солнце. Из сверхгигантских звезд самой крупной будет Счета с диаметром 2,4 миллиарда километров, что больше, чем орбита Юпитера вокруг Солнца. Однако такие экстремальные примеры звезд не относятся к звездам, похожим на наше Солнце. Конечно, самым распространенным типом звезды будет звезда из главной последовательности, такая как наше Солнце, звезда, состоящая в основном из водорода, получающего энергию при помощи синтеза гелия, из водорода в своем ядре. И у таких звезд тоже встречается огромное разнообразие размеров, определяемое их массой. Когда формируется звезда, то гравитационное сжатие превращает потенциальную энергию в кинетическую энергию движения частиц в ядре звезды. Если массы достаточно, температура может вырасти до значений, позволяющих запустить ядерный синтез во внутренних частях звезды, и водород начнет путем цепной реакции превращаться в гелий. В звезде небольшой массы только небольшая часть в самом центре звезды перейдет рубеж 4 миллиона кельвинов и займется синтезом, однако с очень маленькой скоростью. С другой стороны, крупные звезды могут в сотни раз превышать по массе Солнца и достигать температур в десятки миллионов градусов в ядре, синтезируя гелий из водорода со скоростями в миллионы раз превышающие те, что свойственны Солнцу. У наименьших звезд будут наименьшие исходящие потоки давления излучения, а у наикрутейших они будут самыми крупными. Это исходящее излучение и энергия удерживает звезду против гравитационного схлопывания. Но вас может удивить, что диапазон этих значений довольно узок.
У самых легких звезд, например, Проксима Центавра или Вольф 1055b, размер не превышает 10% от солнечного. А самая массивная из известных звезд – голубой гигант R136A1 в 250 раз больше Солнца по массе и лишь 30 раз больше его по диаметру. Если звезда занимается синтезом гелия из водорода, то ее размер не сильно будет варьироваться. Но не всякая звезда производит синтез гелия из водорода. Самые мелкие звезды вообще не занимаются синтезом, а самые крупные находятся на гораздо более энергетической фазе своей жизни. Поэтому типы звезд можно разбить по размерам и классам. Нейтронные звезды, масса этих останков сверхновых звезд будет равна от 1 до 3 солнечных, но по сути они сжаты в гигантское атомное ядро, и их размер может быть от 20 до 100 километров. Белые карлики формируются, когда у солнцеподобных звезд заканчивается в ядре гелиевое топливо, и внешние слои разлетаются, на что внутренние начинают сжиматься. Обычно масса белого карлика составляет до 1,4 массы Солнца, однако размером они с нашу Землю, порядка 10 тысяч километров в поперечнике, и состоят из сильно сжатых атомов. Звезды главной последовательности. Сюда входят красные карлики, звезды солнечного типа, голубые гиганты, о которых мы уже говорили. Их размер варьируется от 100 тысяч километров до 30 миллионов километров, и у них довольно большой разброс размеров. Но, пожалуй, самое интересное – это красные гиганты. Например, что происходит, когда в ядре кончается водород? Если звезда не красный карлик, а в этом случае она просто превратится в белого карлика, гравитационное сжатие разогреет ядро так сильно, что в нем начнется синтез углерода из гелия. А этот процесс выделяет гораздо больше энергии, чем синтез водорода, из-за чего звезда чрезвычайно разбухает. В диаметре красные гиганты обычно бывают от 100 до 150 миллионов километров, достаточно большие для того, чтобы поглотить Меркурий, Венеру и, возможно, нашу Землю. Сверхгиганты – самые массивные звезды. Они проходят дальше, за пределы синтеза гелия, и начинают синтезировать еще более тяжелые элементы, такие как углерод, кислород и даже кремний и серу. Судьбой им предначертано стать сверхновыми или черными дырами, но до этого они разбухают до огромных размеров и могут простираться на миллиард километров и более. Это самые крупные звезды, как, например, Бетельгейзе, и заменив Солнце, они поглотили бы все скалистые планеты и пояс астероидов, а крупнейшие поглотили бы даже Юпитер. Такие мелкие останки крупных звезд, как нейтронные звезды и белые карлики, светят так ярко и так долго, потому что заключенная в них энергия может убежать только через их крохотную поверхность. Но размер других звезд определяется простым балансом. Сила от исходящего излучения на поверхности должна сравняться с давлением гравитации. Поэтому увеличение силы излучения раздувает звезды до большого размера, а самые крупные звезды развиваются до миллиардов километров. Ну и напоследок, это видео получилось прямо астрономически-космически. Я буду очень рад, если ты поделишься этим видео хотя бы с одним своим другом. Если понравилось видео, обязательно поставь лайк. Спасибо за просмотр. Пока.